Рыбы, привет! Это общий расклад на июль месяц для вас. Во время этого расклада мы смотрим основные тенденции 3 декад июля месяца. Мы посмотрим с вами 2 основных энергии. Это важная информация, позитивная и негативная энергии, которые будут сопровождать вас в течение этого месяца. Получив информацию о них, вы сможете использовать их во благо себе. Диагностику энергетики и различных воздействий вы получите на ежедневных прогнозах. Присоединяйтесь к каналу и посмотрите ежедневные прогнозы на моем канале на ваш знак зодиака. И не забывайте прогнозы смотреть на свой знак асцендента. Как его определить, я тоже оставила видео для вас в шапке канала. В описании вы все найдете. Также лично ко мне вы всегда можете обратиться в Телеграм. Я всегда на связи с вами. Пишите. Добавляйтесь в группу в Телеграм, присоединяйтесь к практикам по разблокировке. Я все это размещаю на своем канале. И поехали. Впереди у нас много интересного, очень много я запланировала для вас различных работ, практик и информации. Поэтому будем с вами работать, будем развиваться, все будет прекрасно. Итак, у нас основные события 3 декад идут. Сейчас хорошо посмотрим, чего вам ожидать. Июль месяц у нас такой очень спокойный в этом году относительно, но есть указания, скажем так, вот именно локальные для вас, которые нам нужны. Так, это у нас была личная жизнь, вот здесь у нас работа и финансы. И вот они, наши основные карты. Основная позитивная энергия месяца, основная негативная энергия месяца. Восстанавливайтесь, восстанавливайтесь. Не надо, не спешите никуда, не нагнетайте. У вас месяц такой про восстановление больше. И совет, который вам дают карты на июль месяц. Видите, копите ресурс, сидите на своем ресурсе. Здесь вообще, с другой стороны, можно потратиться, но это больше вложение. Король Пентаклей говорит о инвестициях во что-то. Тенденция первых 10 дней. Туз мечей. Туз мечей – это такой пик информационный, да, знания, изучаете какие-то знания, получаете какую-то информацию, узнаете о чем-то. Смотрите, на самом деле узнаете о чем-то, но это может вас немного расстроить. Это что-то будет связано или с вашим детством, или с вашими... Это не с родителями, это больше или с детством, или с какой-то ранимостью внутри вас. Может быть, вы надеялись на кого-то, как ребенок ждали, да, от кого-то, не знаю, и получаете откровение, получаете ответ на свой запрос, который вас может поранить, который может вас, как будто бы вы узнаете, что нет, этого в вашей жизни не будет. Обида, как обида ребенка, да, здесь идет, как будто бы вы плачете, вы потеряли что-то важное, что-то нужное. На самом деле вы приобрели больше, я вам могу сказать. Здесь проведите анализ. Вот туз мечей – это анализ, хороший анализ ситуации. Вы поймете, что вы больше приобрели. Вам кажется, что вы потеряли, но вы получили намного больше. Середина месяца с 10 по 20 июля, вот оно, разбитое сердце, продолжается боль какая-то, да, как предательство здесь у нас идет, или преданные надежды. Смотрите, да, может быть, не оправдалось, это какой-то подарок вам не подарили, деньги какие-то не дали, вы пообещали вложить деньги и не вложили, вы застряли, вы в каком-то положении, когда вам обещали дать, не дали, вам это сделало очень больно, как предательство ощущается, это правда. Не дается что-то, не приходит в вашу жизнь по какой-то причине. 3 декада, последние 10 дней, крайние 10 дней июля, здесь вы в таком рабочем состоянии, или рядом с вами женщина такая очень трудоголичная, скажем так. Смотрите, Луна у нас говорит про не перенапрягайтесь, пожалуйста, в этом месяце умственно, психически. Еще, кстати, у нас вот это вот, я упомяну вскользь, все-таки эта карта у нас про женщину, которая, видите, черная кошка, она владеет магией, и Луна у нас про магию. Поэтому будьте аккуратны, посмотрите ежедневные прогнозы, да, там у нас диагностика, или вообще просто обратитесь, я вам лично посмотрю, нет ли воздействия, потому что все-таки королева жезлов с Луной рядом, здесь прямо указания на воздействие магические. Но не будем затрагивать здесь эту тему. Возможно, у вас всплески эмоциональности в конце месяца, связанные, опять же, с какой-то королевой, или с тем, что как-то не справляетесь с работой. Видите, приходит, уходит. Нету стабильности какой-то в жизни, и в итоге вас это разбалансирует и заставляет понервничать. Личная жизнь.
Так, ну что ж, личная жизнь. Личная жизнь пока на стопе у нас стоит, да, отдаете кому-то свою энергию, как будто бы вы занимаетесь больше тем, что вы кому-то что-то обязаны сделать. Вы не занимаетесь поиском, и в вашу жизнь не приходит, соответственно. А у вас даже нет как будто бы желания искать, нет, а на желание энергия нужна, а у вас нет этой энергии. Вы как будто бы, вот знаете, как по крошкам, да, вам кидают какие-то эмоции, вы пытаетесь эти эмоции от кого-то получить, и вот живете на таком уровне, когда вы вроде бы чувствуете, у вас кто-то есть близкий в жизни, но даже делиться с ним не хочется, потому что вы сами в довольно таком вот состоянии, может быть, эмоционально истощено, может быть, это разочарование так влияет на вас, да, потому что это, конечно, боль на сердце, это какая-то рана на сердце, которая у вас есть. Финансы, работа финансы в целом стабильно, но довольно какой-то небольшой уровень. Вы достойны большего, я сразу вам скажу, на каком-то уровне сидите ниже, которого вы достойны. Вы растаете, потому что у вас или предложение есть, или вы можете найти более достойное предложение о работе. Не сидите на месте просто, ищите. Здоровье. Здоровье здесь у нас вот они, энергопотеря. Да, что-то потеряли, или вас кто-то предал, или потеряли, или что-то у вас отняли. Вот, и вы сосредоточены на этой потере. Чем больше вы цепляетесь за то, что ушло из вашей жизни, тем меньше вы можете впустить в свою жизнь чего-то. Поэтому сосредоточьтесь на том, что вы имеете, а не на том, что вы потратили, на то, что утекает, да, из вашей жизни. Вы нуждаетесь в трансформации, вы нуждаетесь в переменах в своей жизни, но, тем не менее, на данный момент по здоровью смотрим, энергия утекает, значит, болеете, значит, все-таки есть какие-то недомогания в организме, но это конструктивно решается, то есть это можно понять, в чем причина вашего нездоровья, и, выяснив эту причину, исправить все проблемы по здоровью. Позитивная энергия, видите, наслаждайтесь тем, что имеете. Ресурс у вас накопленный достаточно богатый. Наслаждайтесь, восстановитесь, пожалуйста. Никто не может вам причинить боль, да, никто не может вас предать. Вы сами допускаете только это в своей жизни. Уясните это и поймите, что вы внутренне очень счастливый человек, вам повезло. Я же вам говорю, вы не потеряли, вы приобрели. Поймите, что. Потому что ресурс у вас большой. Позитивная энергия, вы очень позитивный и добрый человек, эмоциональный, чувственный, может быть, романтичный какой-то. Такой вы, когда чувствуете в людей, да, не все люди такие добрые, не все люди такие расположенные, не все. И поэтому вас часто, возможно, по жизни сопровождает разочарование. Негативная энергия, давление, может быть, долгами, может быть, да, долги какие-то должны отдавать. В негативном ключе семья может давить еще. Все может быть связано или с финансами, или с наследством, или вот давление старших родственников, вот этот негативный аспект. Обходите его, знаете, вот включите вот это вот расслабленное состояние, когда, знаете, пофигизм, вот это как называется. Включите, это вам поможет, это спасет, потому что иногда родственники сами не понимают, как они могут вредить, надавливая на нас. И совет, видите, король Пентаклей у нас, он инвестор, он вкладывает и получает результат, вкладывает во что-то творческое, покупает, продает, это торговец. Вот совет вам такой, ничего, наверное, не покупайте прямо такой, чтобы это было тратами, можете покупать с расчетом, что это принесет вам прибыль, потому что совет вам говорит, что именно так и произойдет. В любом случае, вот, прирост будет в будущем у вас. Сейчас пока действовать прямо не нужно. Это совет не действовать, это совет сидеть на своем ресурсе и искать, может быть, куда вложиться. Действовать пока не нужно. И плюс, я предупреждаю, насчет вложений, пожалуйста, вот не делайте выводы общими раскладами. Всегда, если вы хотите куда-то вложиться, пожалуйста, обращайтесь лично, чтобы посмотрели лично на вас. Для вас эта инвестиция будет надежной, стабильной, она принесет вам деньги? Или все-таки это общий расклад, и он на вас не работает? Потому что есть такая вероятность, деньги это такая очень индивидуальная вещь, когда нужно смотреть именно на вас. Нужно вам сюда вкладываться или нет? Принесет вам это прибыль или не принесет? Будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Я желаю вам в любом случае прироста
наследие, да, прибавление счастья и любви в вашей жизни. Пусть все будет хорошо и стабильно в вашей жизни. И благодарю вас за участие в раскладе. Увидимся с вами уже в ближайшее время. Не забывайте про ежедневные расклады и посмотреть прогноз на свой знак асцендента тоже не забывайте. Пока-пока. Увидимся.